გაგიმართებს კილოცავ და ხალწოს მრავალს და ეს არის. ხვავი და ბარაკა ყოფილიყო თქვენ ოჯახებში. Оставили уже курочку такую вареную. Конечно, специи в Грузии. Кстати, очень люблю запах жареного. Клювом бьет, вообще невозможно туда подойти. Очень много сортов грецкого ореха появилось. Бывает мясорубка. Конечно, мясорубка хорошо молится, но это прям вообще мелкая. Фу-фу-фу-фу, вот это. Классно. Ну я на диете уже все, на новогодней. Холодным, как холодец. Хорошо. В прошлый раз был. Привет, друзья, из Батуми. Сегодня будем делать сациви. Поставили уже курочку такую, варится она у нас. Сейчас в эту курочку мы добавим лучка для бульона. И добавим еще, чтобы бульон был ароматный, добавим еще чуть-чуть лаврушки. Обязательно. Можно чуть-чуть добавить черного перца. Это чисто для бульона. Бульон должен быть обязательно чистеньким. Мы его потом процедим, все покажу. Чесночную такую небольшую пасту, или как ее назовем, как делали наши бабушки, тети, сестры и так далее. Я уже готовую смесь купил, тут уже полный набор, чтобы не заморачиваться. Тут все есть, и уцхо, сунели, и паприка, и все тут есть. Вот такая вот смесь готовая. И мы будем ее добавлять потихонечку вот в эту вот ступу. Потихонечку, как раньше делали. Обязательно потом надо будет пожарить лук. Такая там наша курочка, жирная курица, когда очень вкусно. Ох, ченгенацуаль. Чеснок, когда давится, прям запах такой, прям ароматный. Когда варится курочка, пока мы делаем пасту, обязательно снимать надо пенку, вот эту вот пенку, чтобы бульон был прям чистенький. Если бульон будет грязный, то будет дело не то. Всю вот эту лишнюю, как обычно. Чтобы бульон был чистый. Посмотрите, какой он жирный бульон. Ой. Курицу до конца мы, конечно, варить не будем. Чуть-чуть ее не доварим, чтобы потом можно было поджарить. Чтобы она была чуть-чуть поджаристой. Тогда будет вообще все бомбина. Свой сок дает. Конечно, специи в Грузии особый запах имеют. Такие специи в России не достать. Поэтому, когда жил в России, часто просили, чтобы прислали специи. Самая лучшая посылка из Грузии это что? Аджика, тхемали, специи, чурчхела, вино, чача. Это самая лучшая посылка из Грузии. Будем доставать.
И пустим ее в духовку. Хорошо. Курочку в духовку пустим. Вот так. И опустим в духовку. Нацвале называется. Чтобы он был чистенький, белый бульон, чтобы у нас был. Так, через сито у нас будет белоснежный, без всяких лишних. Все-таки курица в Грузии пахнет намного интереснее. Хороший. Лук мелко нарезаем, чтобы он еще после того, как прожарится, чтобы он был такой мягенький, мелкими. Он растворился в соке. Теперь поджарим лук. Кстати, очень люблю запах жареного лука, обожаю просто. В детстве мог просто жареный лук с хлебом есть. Настолько мне по кайфу это было. А вот тут получилась вот такая паста. Вот такая. Чеснок и все специи. Позже напишу там, что туда входило. Я брал набором, но, конечно, лучше по отдельности, если честно, потому что ты можешь дозировать, что, сколько ты туда сыпешь. А здесь не особо, но я думаю, кашу маслом не испортишь. Специями невозможно блюдо испортить. Жарится лук, расскажу одну такую историю. Когда жили в Сухуми, у нас был один такой петух во дворе, бегал, короче, сумасшедший, кидался на людей все время. И подходит, у меня день рождения 14 апреля. Подходит уже близко к дню рождения, мой день. И мать говорит, давай, говорит, на твой день рождения сделаем сациви, говорит, из этого петуха. А к нему подойти никто не мог. Ну, как к нему подобраться? Если, говорит, ты его поймаешь, говорит, голову отсечем, говорит, и тогда я, говорит, все сделаю. Только поймай ты его, говорит. Отца не было дома. И, короче, что делать? К нему подойти невозможно. Он кидается лапами, клювом, бьет. Вообще невозможно было подойти. Короче, я вспомнил, что у дядьки в Пацхе лежала воздушка. Помните, такие ружья были, кисточками стреляли, маленькими дробинками. Пошел, короче, достал это ружье. Пульки знал, где что лежит у него, взял и, короче, этого петуха я, наверное, полчаса, наверное, мучил. Короче, стреляю, вроде в голову попадаю, не могу подбить. Стреляю, не могу подбить. В итоге, смотрю, он уже вот так шатается, уже, видать, от потери сил подошел, отрубили голову и смотрю, вот этот гребешок на голове. Весь как решето. Кажется, я не в голову, а в этот попадал. Так, гребешок, или как он правильно называется. В общем, этот агрессивный петух пошел на сациви на мое день рождения. Это где-то, наверное, лет 10 не было. Это год 90 или 89 год. Вот такая история из Сухуми. Заодно пока мы жарим лук, про сациви. Как-то так, мои друзья. Готовим здесь у нас сациви. У нас погода пасмурная. Холодно, дикий холод на улице. А мы тут вот на веранде оборудовали себе местечко такое. И вот готовим.
все остальное давайте разберемся с орехами. Орехи перемолим. Только обязательно смотрите. Я очень не люблю, когда в сацию попадаются вот перегородки между грецким орехом. Вот эти. Иногда бывает, попадают и прям. Поэтому очень аккуратно просматривайте орех. Сейчас, кстати, очень много сортов грецкого ореха появилось. Бывает такой вкусный грецкий орех. Объедение просто. Где была раньше такая техника, да, что так можно было перемолоть прям так мелко. Мучились с мясорубкой. Конечно, мясорубка хорошо молится, но это прям вообще мелко-мелко. Если еще процедить через сито, будет вообще прям бомба. Подходим к одной из главных частей. Это разводить надо потихонечку, по чуть-чуть надо разводить специи, грецкий орех с бульоном по чуть-чуть будем разводить вот в этой плошке. То есть, что мы будем делать? В первую очередь, самое главное, что я люблю, это вот это специи наши, которые мы раздавили, все пустим сюда в первую очередь. И вместе с орехом их будем разводить. Какой запах идет прям. Жалко, камера не может передать все эти запахи. Конечно, специи, надо сказать, в Грузии бомба. Пока теплый бульон, его легко растворять, потому что потом, когда остынет, уже трудно будет растворить. Поэтому в теплом бульоне и орехи хорошо расходятся, и специи, чеснок, все это очень хорошо разойдется. А пока у нас там жарится курочка, вот такая была чуть-чуть поджаристая, с корочкой, я люблю такую. Многие любят только белое мясо в сацине, я нет. Я люблю, чтобы было все части, и ножки были, и белые, и все части курицы были. А вообще лучше всего индейка для сацини. Индауры. Соплис индауры. Деревенская индейка. Ах, какие нацури. Прям так хочется выпить его. Так, и начнем по чуть-чуть добавлять орех, грецкий орех. Чуть-чуть оставим грецкого ореха для того, чтобы потом с аджикой можно было раздавить, размять и выжать красный сок. Это для того, чтобы такой золотистый каемочку сверху сделать. На самом деле ничего сложного в этом нет, особенно для тех, кто любит заморачиваться с едой. Я всегда любил что-то приготовить, особенно с мясом, что связано, всегда обожал. Этот соус называется бажи. Его можно куда хочешь. Хочешь с рыбой, хочешь с мясом. Ну, вообще лучше всего, конечно, птица и рыба. Еще есть в аджаре яги делают. Я такое что-то не смог, честно говоря, полюбить. Мне ближе наша мегрельская кухня. Хотя в Грузии все кухни со своей изюминкой. Видите, он уже цвет принимает такой светлый. Вот, если видно отсюда, да, такой светловатый цвет. Если в кипяток сыпать орех, то он потемнеет. Ни в коем случае, как один раз
Василина взяла и сациви мне разогрела. И превратилась то ли в харчо, то ли сациви, не поймешь что. Соус почти готов, можно сказать. Если есть такая, знаете, взбивалка, миксер такой, как он правильно называется, блендер или как. Он еще, когда настоится, после этого он становится гуще и гуще. Сациви, как, допустим, тот же борщ взять, да? Лобио, борщ, сациви, они на второй день, они гуще становятся, потому что орехи набухают, фасоль набухает. И на второй день, честно говоря, я сациви еще больше люблю. Тогда точно не проскочит никакие маленькие куски, ни орехов, ничего. Все процедится, пропустится через сито. Будет такая прям нежная масса. Ореховая паста. Видите, как это? Так бабушка делала, от нее вот так вот помню. Она делай нежный получается. Обычно в ресторанах столько не заморачивается никто. Быстро сделали этот соус и вперед. Пока я тут всю массу не прогоню, вот чуть-чуть осталось. Пока мы делали соус, и подошла и курочка наша. Подоспела. Сейчас мы ее будем разделов прямо наш. Аппетит. То, что я люблю как раз. И ножки, и... Ой, прям все аж. Объедение, ребят. Сейчас на таких, кто готовится от цеви, скажет, это ты не так сделал, это ты не так сделал. Как помню, так и готовлю. Без тетрадки, без шпаргалки. Ух. Такая у нас курочка. Килограмма на 1,5, наверное, 2 была курочка. Сейчас мы это все уложим. Аккуратненько. Уложим аккуратненько все в мисочку и зальем потихоньку соусом, и пускай остывает. Так что вот так, дорогие друзья.
Okay, нацва. Темпитаур, тампитаур, темпитаур, тампитаур, темпитаур, тампитаур, темпитаур, тампитаур, темпитаур, тампитаур. Пошла курочка тонуть. Потопим ее сюда. Утопим чуть-чуть, пускай понежится в соусе, впитает себя. Так, это уже смысл. Сумале. Вот это. Бомба просто. Вы не представляете, какая вкусная эта курица. Объедение. Друзья, наконец-то мы пришли к завершению. Вот наша сациви готова. Будем дегустировать. Будем дегустировать. Сейчас. Тебе разогреть сациви? Сациви не разогревают. То же самое, что холодец. Может, ты будешь теплым или горячим есть. Сациви кто разогревает? Сациви едят холодным, как холодец. Хорошо. В прошлый раз был уже один раз такой опыт, не надо. Что только? Горячий хлебушек грузинский, ребят, вы не представляете, как он вкусно пахнет. Вах, вчера подписчики сказали, что ты неправильно приготовил сациви, что он жидкий. Он горячий был вчера, поэтому такой жидкий. Он, когда его только приготовишь, он чуть жидкий. Конечно, можно как кашу его сделать, но на следующий день он вообще будет, можно будет туда вилку втыкать. Он же густеет на второй день, это орехи, они разбухают. Кое-какие мальчики, килоцев, дахалцев, на вас да есть арик. Хвави да барака попили, вот, но джахепши. С Новым годом всех!